Это говорят очень многие мастера. Я почему-то не вносила это никогда в занятия, но я думаю, что стоит вам это тоже услышать. Пусть это будет и у меня, как теоретическая основа того, чтобы вы это понимали. Все, что в этом мире находится вокруг, это матрица, то есть реагирование вашего ума на какой-то предмет или какое-то событие. Возникает реакция согласно вашей матрице, то есть из вашей программы, из основной базовой программы. Соответственно, на каждый предмет, когда вы смотрите, мы сейчас сначала прям начинаем, он никакого не цвета, у него нет определенных текстур, все это проецирует ваш мозг. То есть работа происходит наоборот. Я очень долго была связана с биологией, изучала эту тему, нейробиологии. Я думала, как же вот так работает у нас, интересно, глаз. Я это добавляла в книгу. Кто-то, кстати, мне написал, что сейчас тоже заказал. Самое будет вам время прямо с этого начать. Это самое небольшое вложение, там, по-моему, 1000 рублей она стоит, для того, чтобы вникнуть прямо в практику, в альтернативную историю. Я там очень много собрала. Очень много. Да, я в виде, возможно, каких-то сказок вам рассказываю, но это очень важный этап просто для включения. Не обращайте вообще внимания, что я там пишу. Да, что-то вам поможет. И вот там есть эта информация про то, что глаз, он не видит. Глаз проецирует через мозг. Когда световое поле, световой луч падает в мозг, в определенный сектор, там есть такие сосудики, похожие на вазочки для цветов. И они расположены практически как наши чакры. И у них такие же 7 спектров. Дальше они преломляются, у них есть определенные такие каналы, которые соединяются, чтобы смешивать цвета. И, соответственно, он уже потом через глаз нам проецирует картинку. Изначально это перевернутая черно-белая голограмма, которую мы видим. Вы только можете себе додумать. Это мы, кстати, да, разбирали с вами. На основном курсе кое-что есть. Но я глубоко не копаю, просто для того, чтобы вы понимали. То, что вы видите, не все правда. И есть, да, конечно, нюансы, когда человек видит как-то по-другому, есть дальтоники, но в целом мы придуманы физически одинаково, поэтому мы можем сказать, да, ты видишь зеленый, да, я вижу зеленый, это дом, да, это дом. Примерно так. Но как тот человек видит этот дом, вы не знаете. Потому что когда он смотрит на какой-то дом, он сразу думает, о, я хотел бы здесь жить. А другой смотрит и думает, о, здесь стекла не помыли. То есть для каждого даже дом будет разный. Помимо того, что считываются цвета, считывается сразу программа, которая соотносится с этим словом. Когда я вам говорю кошка, трава, у вас всплывает сразу же образ. Этому вас надрессировали с детства. Мы представляем, что у нас было детство, пока так доходим из этой точки. Затем приходит осознавание и знание, что все, что вы видите, имеет программный код какого-то объекта. То есть, когда я вижу какой-то объект, автомобиль или дерево, или самолет, я вижу это как объект. Не берем, конечно, какие-нибудь слаймы, которые имеют текстуру амебную, но мы видим, что это определенный объект, определенной формы, и у него есть числовой код с определенными параметрами. В него включено габариты, то есть масса, длина, ширина, высота, цвет и различные другие комплектации. Вот, например, вы смотрите автомобиль, вы внутрь заглядываете, так, салон просторный, салон коричневый, это автомобиль-автомат. То есть мы начинаем уже дальше подгружать как словами. Слова у нас распаковываются, но изначально это числовой код. Все предметы в матрице, все, что наш ум видит, это числа, которые входят в этот ряд. 1, 2, 4, 5, 7 и 8. Все числа, которые могут выстраивать числовой код предмета. Этот предмет невозможно сейчас изменить. То есть я не могу автомобиль изменить, я не могу сделать сейчас больше автомобиля в эту секунду. Я не могу ничего с этим сделать. Это не энергия, это выгруженный объект. Также ваши родители, ваши дети, ваша сумочка, ваша рука. Это какой-то объект, на который я смотрю, направлено мое внимание. Следующий момент. Когда я вижу, что я направляю на что-то внимание, я этот предмет, этот объект фиксирую в матрице, и он не может быть изменен сейчас. То есть вот как так в прямом направлении движется, так и в обратном действует. Я не могу сейчас это менять. Если я смотрю на руку, я говорю рука, она фиксируется в положении в определенном, и, возможно, это какая-то была там рука динозавра. Я не знаю, что там происходило за моей спиной. Но сейчас я на нее посмотрела, и я знаю, что эта рука подгружается сразу. Так, я человек, я живу, мне столько-то лет, вот моя кожа, так, ходила ли я на маникюр. Все у меня начинается про эту руку ассоциации выгружаться в виде воронки. Таким образом, чем больше воронок я запускаю, тем больше энергии у меня высасывается.
То есть, когда я смотрю на какой-то предмет, я его называю, я трачу на это энергию. Когда я назвала и еще про него начинаю что-то думать или вспоминать свое детство, которое связано с этим предметом, я начинаю закручивать информационный поток в воронку. Тем самым я забираю очень много энергии. Поэтому чем хороша нирвана и нахождение в моменте, просто наблюдение и ничего не делание, это когда я не трачу энергию, я ее аккумулирую, я ее собираю себе наконец-то, я ее возвращаю, я релаксирую, я себя люблю, я привношу благодарность за то, что я имею, и я ввожу себя в состояние комфорта. То есть я постоянно расширяю свой комфорт, чтобы моему телу было приятно.